жена заметила странные дыры на голове своего мужа. Когда она узнала причину, она была шокирована. Мириам сидела за завтраком со своим мужем Полом, когда ее взгляд упал на его голову. Его густые темные волосы казались странно тонкими в некоторых местах, но только когда он наклонился. Она увидела маленькие круглые дырочки на его голове. «Пол, что там?» — спросил обеспокоенный он, нахмурив брови. «Что ты имеешь в виду?» Она встала, подошла ближе и осторожно отвела его волосы в сторону. Ее живот сжался, отверстия были не только поверхностными, они казались глубокими, как если бы что-нибудь покопалось в его коже головы. «Тебе следует немедленно обратиться к врачу», — сказала она дрожащим голосом. Пол отмахнулся. «Ах, может быть, это просто прыщи или что-то в этом роде. Я в последнее время часто чешусь, как сумасшедший». Мириам не могла успокоиться. В тот же день она уговорила его обратиться к дерматологу. Когда врач осматривал голову Пола, его лицо стало серьезным. «Я думаю, нам нужно взять образец», — сказал он. Пол нервно засмеялся. В конце концов, ничего страшного. Но Мириам увидела беспокойство в глазах доктора. Несколько часов спустя они сидели в комнате ожидания, пока врач не вернулся с результатами. «Мистер Вагнер, у вас паразитарная инфекция, вероятно, из-за пребывания в тропической зоне или контакта с зараженными предметами», — начал доктор. Дыхание Мириам остановилось. «Паразиты?» — доктор кивнул. «Более конкретно, дерматобия гоминис, личинки человеческой лодочной мухи. Они откладывают свои яйца в коже, и когда они вылупляются, личинки зарываются глубже». Пол побледнел. «Вы хотите сказать мне, что в моей голове что-то живет?» Именно это доктор и подтвердил. «Не волнуйтесь, мы начинаем лечение немедленно». Личинки были осторожно извлечены из отверстий, некоторые все еще двигались, когда их вытаскивали. Пол сидел бледный, в то время как Мириам едва могла видеть, когда это происходило. «Все кончено», — вздохнул с облегчением доктор. «Повезло, что если бы они подождали дольше, они бы зарылись еще глубже». Пол содрогнулся, я никогда не думал, что такое возможно. Мириам взяла его руки. «У меня тоже нет, но одно можно сказать наверняка. С этого момента ты будешь немедленно обращаться к врачу при любом зуде». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.